Приветствую всех, кто ждал Автостоп 2021. Поздравляю, вы дождались. К сожалению, данное видео будет неполным, так как одна из моих флешек, на которую была записана половина моего путешествия, просто сломалась. У меня были тщетные попытки ее починить с помощью разных программ, но, как вы уже поняли, ничего не получилось. Поэтому данный фильм для вас начнется уже почти с того момента, как я должен был уезжать из Иркутска. Там была свадьба моей сестры, всякие развлечения и необычайно интересная дорога до самого Иркутска. К сожалению, это все кануло в бездну. Но мы не расстраиваемся, ведь все остальное не менее интересно. Приятного просмотра! Итак, сегодня последний день в прекрасном городе Иркутск. Мы тут гуляем со старым другом, со школы еще. Расскажите, как ваши дела? Охуенно, блядь. Ему все нравится. Мне, впрочем, тоже, если бы не мой заблокированный ТикТок. Ну ладно, тогда я получу уровень, у меня уже тогда будет второй. Второй, да. Здесь будет 4, и мне может кто-нибудь помочь? Так, окей, думаю. За одно сокровище. Сидим тут на баньке, играем в мачки. Заебись. Да. А у тебя есть немножко... Нашел супер шикарное место в Иркутске. Находится оно на сквере Кирова. Называется Шоу Милс. И тут есть, внимание, где она? Веганская шавуха. А еще тут можно добавить четкий маринованный лук, опятушки. Будем пробовать веганскую шавуху. Я считаю, что это сочно. Но посмотрим, что будет в середине. В общем, шавуха была настолько вкусная, что я просто забыл заснять, какая она внутри. Но она была очень сочная, вообще ни разу не сухая. Там был тофу, там я добавил картошку фри, или не маринованный, по-моему, обычный опята. Просто вот шикозно. Соус, конечно, на соевой основе, что для меня слишком такой, прям, слишком. Перебивает вообще вкус всей шавухи, но очень вкусно. И надо было брать большую, огромную. Находимся в затруднительном положении, потому что в этом городе, в жилом доме, в магазине нельзя купить алкоголь. 9 часов вечера, жилой дом мы не продаем. Если это борьба с алкоголизмом, то я вас разочарую. Это не так работает. А как? Жопа обкосякана. Жизнь лучше делаем, и будет меньше алкоголизма. Ой. Будем надеяться, что здесь нам продадут пиво, и что здесь есть эсочка. Я считаю, это победа, просто победа. Мы наконец-то нашли. Вот так вот вам всем недоброжелателям. Куда пойдем? Куда угодно. Сегодня последний день в Иркутске. Мы сейчас завтракаем, собираемся, катаем в лодку, конечно же. И к вечеру уже выдвигаемся в сторону Челябинска. Возможно, зависнем там на парочку дней. Итак, сегодня все-таки следующий день, потому что вчера начался ливень, все затопило, и мы решили, что если мы останемся ночью на улице, то будет очень печально. Поэтому сегодня утром мы встали, собрались, зашли в Рублев, где меня узнал продавец и дал мне максимальную скидочку на арабские духи. Кстати, вот они, очень приятно пахнут. Немножко напоминают ваниль, но это не точно. Также мы зашли в кафешку Говинда, опять же, но так как мы объелись пирожками и чебуреками с клубникой и бананом, мы решили взять просто морсик. Один облепиховый, один имбирный. И сейчас я совершу опасный эксперимент. Я попробую этот имбирный морс. Хуета. Спасибо. Мы выехали с Усолья, плюс-минус, и находимся сейчас на замечательной улице Стопани.
Ну что, получится нам застопить здесь машинку или нет? Как думаете? Кто был внимателен, то вот та белая машина, она как раз и застопилась. То есть прям секундочка, и мы уже уехали. Правда, недалеко до ближайшей, ну не до ближайшей заправки, тут километров 10, наверное. Но в целом с миру по нитке. Краш, но не ваш. Мы только что пообедали в великолепной, в нормальной кафешке. Называется она кафе Ача. Поели мы вдвоем на 280 рублей. В принципе, я, если честно, наелся. Взял себе пюрешку и капусту свежую. Огромная порция салата. Она просто реально огромная. Просто огроменная. Но один большой минус моего внутреннего нелюбителя пластика. Там нет посуды обычной. Там она одноразовая. То есть 2 тарелки и 2 вилки. И это было очень ужасно, на самом деле. Очень-очень плохо. Не надо так делать. В кафешке наш дворик, и вот нам принесли картошку фри. Картошку фри. Ну да. Вот как-то так. И никак иначе. Да? Согласен. Спасибо. Очень было невкусно. Спасибо. Все вопросы, зачем я это съел? Ну, блядь, я хотел жрать. Я за это заплатил. Да, ну немножко невкусно горело, но соус с перчиком выручает, как 5 почти. Да. Но это скорее жареная картошка, а не картошка фри. Но я не знаю. Вот так вот выглядит данная кафешка. Картошку фри брать здесь не советую. Находится она где-то возле Зимы в Иркутской области. Идут в Подсолнухе, а там Белкаулиц выступает. Так приятно, неожиданно приятно. Блин, какой он человек классный. Знаю, что мне плохо видно, но я тут с кофейком, с немолоком и сиропом ореховым. Счастье. Мы едем, кстати, ночью. Не знаю, сколько мы проедем, но классно. В общем, едем мы сейчас с классным мужчиной, с тем самым, который купил нам офигительный кофе. У него по счастливой случайности оказалась бутылочка Эссы, и мы сейчас немножко под Эссой. Вообще, не в моих правилах употреблять алкоголь в автостопе. Но так сложилось, так легли звезды, и я подумала, почему бы и нет. Самое главное, чтобы мы проехали с ним достаточно долго, чтобы алкоголь отпустил, и мы не остались под утро в алкогольном опьянении, от которого, блядь, ебаные комары, от которого холодно, и от утра тоже холодно. Очень приятно, когда заказываешь салат, в котором изначально идет майонез, без майонеза, и он действительно без майонеза. А еще картошечки и огурчики в подарок, наверное. Вот, кстати, эта кафешка где-то после Тулуна она находится. Очень-очень классненько. Я официально заявляю, что пить алкоголь в автостопе – это полный отстой. Во-первых, нас укачало. Во-вторых, нас укачало. Но плюс в том, что мы сейчас находимся в съемной квартире, в которой мы переждем утро, поспим, и все пройдет. Проснулись в Тайшете, поспав, наверное, часа 3, но в целом больше бы и не получилось. Сейчас двигаемся дальше до Красноярска. Сегодня вот такой вот завтрак замечательный в Тайшете, в кафешке, в самом начале. Такая вот картошечка фри. Посмотрим, какая она лучше, чем вчера. Начало и конец Тайшета. Меня сейчас мошка сожрет. Тот хороший мужик решил нас оставить возле кафешки. Изначально он говорил, что типа, ну, напоследок мы с вами пожрем. Мы такие, и типа, я вас оставлю, сам пойду в баню. А в итоге он просто нас оставил, мы не стали жрать. Мы зашли в эту кафешку, и там вообще нет ничего, там даже нет жареных пирожков, чтобы поесть обычному вегану. Но мы уже немножко так проехали. И вот
Сейчас застряли вообще вместе, без кафешки, без нихуя вообще. Мы застряли ночью где-то, хуй знает где, и решили соорудить хуйню. Это у нас зонт, а это то самое одеяло из фольги, под которым вот так это выглядит. Внутри у нас там заебись. Прошло 1,5 суток, и мы застряли где-то возле Красноярска. Ночь мы не могли уехать, а утром мы просто забили большой и огромный болт и пошли ночевать в поле. Вот, поле. И сейчас 1:30, возможно, даже уже почти 2. И мы только встали. И вот сейчас собираемся стопить. Очень-очень все происходит медленно. Но зато отдохнули. Зашли мы позавтракать в трактир возле Красноярска. И тут просто красота. Вот, это стручковая фасоль и рис с овощами. Посмотрите, как все красиво сделано и очень-очень вкусно. Заплатили мы за это пиршество всего 140 рублей. А находится это по дороге с Красноярска до Ачинска. Называется трактир «Регион 24». Вообще потрясающее место. Официантка Анастасия, вернее, барменша Анастасия просто потрясающая. Сюда направо поверни. Да. Это может быть я, это может наш дом, это может нам поют свои. Попалась, красавица. Доброе утро, сейчас 2 августа, и эту ночь мы ехали, спали, и было все классно, мы слушали мою музыку, потом я поставила еще другой стиль моей музыки, и все было классно, и мы только утром где-то в 4 часа доехали не доезжая до Новосиба, остались в кафешке, сидели там, гамали в лолку, кушали. Все было прекрасно, круто. Сейчас время 7 часов утра, и мы пытаемся застопить машину. Очень надеюсь, что это быстро получится. Но, в общем, нам осталось всего 700 километров до места назначения, а это Омск. Там отдохнем денечек и будем двигаться дальше. Помните, как мы по дороге в Иркутск застряли под Новосибом ночью? Что вы думаете? Сейчас, как вы видите, день, и мы где-то под Новосибом. И мы, я считаю, что мы застряли, потому что мы приехали, не доезжая до Новосиба, 40 километров в 4 утра. А сейчас время 3 часа дня, и мы сдвинулись разве что на 50 километров. Несмотря на то, что ночью мы поспали более или менее, сил все равно нет, потому что ты стоишь, ты не едешь, ты пытаешься застопить, никто не останавливается, и тебя это немножечко так угнетает. Мы уже сходили в лес, мы просто недалеко зашли, там были сухие елки, мы побаловались, побили все. Застрять днем это тяжело еще и потому, что ночь-то ладно, ночью ты находишь этому какое-то оправдание, а что днем? А днем непонятно что. Они просто не останавливаются. Один человек в несколько часов остановится, подбросит там на 5 километров, и все. Поэтому силы кончаются. Но радует одно, что осталось всего 600 километров, и мы уже доедем до Омска. Там мы отдохнем и уже с новыми силами поедем дальше. А пока приходится страдать. Доброе утро. Нам осталось несколько часов до Челябинска. Вчера, ближе к вечеру, нам все-таки удалось застопить классного водителя, у которого мы переночевали. И вот сейчас проснулись, и у нас осталось что-то 600. Вот видите эту кафешку? Она находится где-то после Омска, в Красном Яре. Вообще не советую туда идти, там отвратительно. Мне докладывают еду, и сама еда очень такого среднего качества.
Вот, запомните и никогда сюда не заходите. Пришло время позавтракать. Сегодня мы будем завтракать в пекарне Аббат. Тут и магазин, и гостиница, но мы, пожалуй, только пожрать. Вроде тут есть какие-то там пирожки своим, поэтому мы сегодня будем это все пробовать, я обязательно расскажу. А с водителем мы все едем, обсуждаем политику. Он раньше был за Путина, но в итоге увидел, что вообще происходит в нашей стране. И, собственно, все понимают, всем все замечательно. Целое утро сидим, едем и обсуждаем политику. Это очень классно. Слово о протестах, пожалуйста. Сейчас мы решили пообедать в кафе «Белый аист». Это примерно 250 километров в сторону Челябинска от Омска. И это первая кафешка, где есть гороховое пюре. Это просто потрясающе. Если бы в каждом кафе было гороховое пюре, я бы брал исключительно его. Потому что это питательно, это вкусно. И это прикольнее, чем там картофельное пюре, например, или даже гречка. И цены, в принципе, довольно демократичные, такие прям неплохо. На 118 рублей взял себе пюре, салат, компот и еще кусочек хлеба. Отпуск у меня. Недавно. Потому что Пашаня уже 2 месяца дома не было. Именно данное дерево встретило нас в Челябинске. Можете поздравить нас, мы наконец-то это сделали. Не без сложностей, но и не без прекрасных приключений, общения и еды. Вот это нет. Тебя твоим же оружием. Я здесь. Музыканты из Инстаграма. Они говорят, кто вы такие? Я говорю, мы музыканты. Это то место, которое я видел в снах. Нам пизда. Не повторяйте этого дома. Так, может, расскажешь, что будет? Мы все взорвемся. Он взрывается, блядь? Да, как бомба. Мне руки не оторвут. Все бомбы — это на самом деле камыши, нет никакого другого эффекта. Все на камышовом масле это сделано. У меня осталась 1 минута съемки. Ветер ебучий. Да, это на самом деле просто веганы едят, короче. Типа, вот сосиски на самом деле из камышей сделаны. Да ничего не будет, все, выкинул. Взял, испортил камыш, блядь. Посмотрите на это лицо. Запомните, он портит камыши. Ну вот, пришло время выезжать из Челябинска, и уже первое событие. Мы застопили Юрия с сыном. Им было очень интересно, кто же такие автостопщики, как далеко можно добраться. Они задавали очень много вопросов, а в конце они с нами сфотографировались. Еще они нас очень далеко увезли. Их деревня была где-то в километрах 30 обратно. И вот сейчас они едут обратно, а мы находимся в идеальном месте и начинаем наш путь до Казани. Они подарили мне ключик, который я повесила на дрейдинку. Сейчас мы едем с дальнобойщиком, который больше похож на байкера, и у него есть Yamaha
уже забыл, как называется, но аппарат мощный. Вести репортаж с места событий. Вот мы находимся в Азии, а сейчас, внимание, мы находимся в Европе. Я не знаю, видно ли, но меня слепит солнце. Ну а сейчас мы едем дальше, в сторону Уфы, и там будем стопить еще. Сейчас мы увидим рай. Да, место на Урале называется рай. Ты речку видишь? Да. А теперь читай название. И туда вправо, потом камеру поверни. Красота. Сейчас я вам покажу свой любимый вид, когда едешь по Уралу. Стоим на стояночке, готовим. У нас будет пюрешечка. Я тут приправы накрошил. Вот волшебная пюрешка лучше, чем в кафешке, готова. Я вам рассказывала, что мы не доехали 400 км до Казани и застряли. А застряли мы в поле с небольшим количеством деревьев. Сидели, зажгли костерчик, а потом нашли бочку. А мы тут в Макдональдсе в Набережных Челнах. Водитель нас привез сюда, дал денег. И мы, в общем-то, будем сейчас завтракать картошечкой, пирожками и еще чем-то вкусным. Я был в Макдональдсе в Ейске, и пару раз я там ел абсолютно с разными водителями. Они просто нас привозили в этот Макдональдс. А тут я в Набережных Челнах. Ну, почему бы не позавтракать в Набережных Челнах, да? Я вчера выехал с Челябинска. Блин, тут так темно. Так-то лучше. Считаю, это вообще отличный план. Меня устраивает. Сегодня я уже буду в Казани. Мы приехали в Казань, помылись. Сейчас будем немножко отдыхать, потому что мы очень устали. А пока посмотрите, какая чудесная лампа, зеркало и там еще вот цветочек. Если вы меня спросите, куда сходить в Казани, то не парьтесь. Идите в красно-белое. Второй день в Казани, почему бы не пойти погулять? Но Костя Казань не очень хочет, чтобы мы шли гулять. Ляпота. Да. Итак, мы третий день в Казани, и мы наконец-то выбрались погулять. И сейчас мы идем в казанское метро. Посмотрим. О, я уже вижу, как оно выглядит. Итак, вот так выглядит казанское метро снаружи. Зелененький логотипчик. Сейчас посмотрим, как там внутри. Жину проспект, вон, видите, написано. Вот как. Итак, заходим, благодарствуем. Ну, все как обычно, только нет рекламки. Ну, в общем-то, это почти Москва, как вы видите. Только... А что только? Как Москва, блин. Вот, представляете, сколько стоит проезд в метро? Почти Москва, говорю, да. Ого. Я взял сразу 2 жетона. И где? Спасибо. О, еще и сдача. Как здорово. Я, короче, взял сразу 2 жетона, чтобы один оставить себе на память. О, спасибо. Ой, какой приколдес. Вообще почти Москва. Ух ты, красотища какая. Ну, что я могу сказать? Мне все понравилось. Все классно. Сейчас главное не заблудиться, но вроде здесь особо нет места, возможности заблудиться, потому что всего 2 ветки. Судя по всему, нам нужно вот на площадь Тукая. Вот так выглядит метро изнутри. Сейчас посмотрим, как выглядят поезда. А, ну так стало понятнее.
Мне кажется, они забыли, что Ленинград теперь Санкт-Петербург. Москва! Что-то на татарском. Это работники метро. Вот так вот выглядит Казань, выходя из метро. Красивенько. А нам налево. Есть чудесная кафешка, называется Green Life, и мы заказали там бургер, пельмени и 2 молочных, не молочных коктейля. Такие вот чудесные пельмешки, бургер и 2 коктейльчика. Взяли треугольничек с мясом и ролл с сосиской. Вот так вот выглядит эта кафешечка. Замечательная, вкусненькая. Вот, очень советую, если будете в Казани. Какую улицу в Москве это напоминает? Смотрите, какие роботы. Большие человеческие роботы. Будущее уже здесь. Одно местечко, где можно покушать вегану, называется «Добрая столовая». В Казани, кстати, очень много. Ну, это прям сеть целая с едой. Посмотрим сейчас, как здесь у нас. Пацан обжигает просто. Красавчик. И мы все еще вещаем из города Казань. И подходим сейчас к одному красивому зданию. Вот, кстати, Кремль. А вот там мечеть Кул-Шариф. Сейчас мы подойдем к ней поближе. Ну вот, мы подходим к ней все ближе и ближе. Я считаю, что это очень красивое здание. Вы как думаете? Мы все еще в Казани. И вот там видим колесо обозрения, на которое мы, конечно же, не пойдем, потому что мы бомжи ебаные. Вот мы зашли вот в эти двери. Сейчас будем двигаться и зырить. Короче, веду себя как будто я настоящий турист. Но это не так. Через пару часов я возьму себе горячительный напиточек. И это будет не глинтвейн. И пойду изучать вечерний город Казань. Вот тут мы видим кучу красивых зданий. Единственный минус — это то, что приходится подниматься в горку. Но, собственно, нас предупреждали. Вот я и дошел до чудесной мечети. Такая вот она шикарная просто. Наконец-то я вышел с Кремля. Ну, собственно, один раз сходить, посмотреть. Ну, интересно. На смотровую площадку мы не стали подниматься, потому что там до хрена народу, там просто чуть ли не очередь. Ну, так, прикольно. Вообще, мне понравилось. Ну, вот только на один раз, реально. В магазин за пивом и решил, что пива я не хочу, но я взял 2 интересных напитка. Во-первых, это вот такая вот неполноценная бутылка. И еще один напиток сода water. Ну, в общем-то, сейчас мы попробуем и то. Вот эта вот водичка, я не прочитала, что она без сахара, и в итоге она, ну, мне не особо понравилась. Типа, пить можно, но второй раз я бы ее не взял. А вот это у нас Кремлевская станция, и выглядит она примерно вот так. Мы продолжаем гулять по Казани. Так вот выглядит Кремль с другой стороны. Сегодня наш маршрут ведет к дворцу земледельцев. Говорят, там очень красиво. Вот очень интересно посмотреть. Тут такие горки классные. Вот это мы дошли до дворца земледельцев. Очень красивенько. Там вот всякие лошади.
ЗАГС. Сегодня 18 августа, и мы наконец-то выехали из Казани. На самом деле мы провели классное время, но я практически ничего не снимал, потому что мне было как-то было не до этого. Большую часть времени мы просидели дома. Но иногда мы выходили гулять, мы жарили шашлыки, ходили в кино, ну и так культурно провели время. А сейчас мы едем, и, кстати, едем не вдвоем, мы едем втроем. Мы забрали девочку, которая нас и приютила. И сейчас вот нас трое. И я очень надеюсь, что мы быстро доберемся до Москвы. У нас тут веселая компания, мы едем впятером в фуре. Вы в кабине едете. Ну, в автовозе. Вот так вот мы тусуемся здесь, значит, да. Я тут... Здравствуйте, Екатерина. Привет. Тут, конечно, темно, но... Да, и у меня голова тут ударяется эту штуку. Но да, я готова давать интервью в любом положении. Расскажите, как вам сегодня? На самом деле... Ой, блин, у меня боязнь немножко камер. Пошла я проводить ребят, значит, в сторону Москвы и уехала сама. Ладно, хотя бы дома свет выключила и двери, там окна закрыла. Вот. Так, в принципе, неплохо так сидим. Очень есть одна кафешка, которую я бы не советовала к посещению. Там, конечно, вкусно, но кассиры немножко, которые накладывают, они немножко обманывают тебя. Вот так выглядит эта кафешка, и находится она в Никольском. А вся проблема в том, что вот там у них есть граммовка, и сколько это стоит. Но они, не спрашивая тебя и никак не предупреждая, кладут тебе граммовку больше. Ну, то есть вместо 150 грамм они кладут 250. И ты потом уже, когда рассчитываешься, такой, типа, что за хуйня? Почему так дорого? Смотришь чек, а там граммовка, ну, в 2 раза больше. И таким образом я поел сейчас не на 120 рублей примерно, а на 240. Я, конечно, объелся, но мне хватило бы намного меньше. Прямо сейчас мы вышли из машины, которая называется Геленваген, которая стоит 12 лямов. Это была очень шикарная поездка, очень удобно, быстрый разгон, вообще мне очень нравится. А сейчас мы едем в ритуальных услугах. Вот здесь вот у нас, к сожалению, не пассажир, там всего лишь шины, но тем не менее, не каждый раз такое бывает, но за мой 9-летний стаж автостопа это второй раз. Вчера днем я все-таки вернулся в Москву, а сегодня я уже стартую на море. Вот у меня рюкзак, который, судя по всему, весит килограмм 10. Но это меня не останавливает. Все равно я взяла все только нужное. Просто вот как-то слишком много это весит в совокупности. Ничего лишнего я вроде бы не взял. Сейчас зайду за самым необходимым сигаретами и буду выдвигаться. Ну напоследок, конечно же, я поеду в Джиганате. И после этого я поеду на море. Ну что, первый блин комом. Мы сели на автобус и уехали куда-то не туда. Мы должны были ехать минут 40, ну, где-то полчаса. А в итоге, когда я посмотрел с разницей где-то в минуту, сначала нам нужно было там ехать типа 40 минут, а потом 9. И мы ни хрена не поняли, где водитель свернул не туда, и мы вместе с ним. В итоге мы сейчас возвращаемся, и идти нам полчаса. Помните того водителя, у которого мы сидели в фуре аж впятером? Там было 2 водителей, и вот с одним из них мы обменялись контактами. И сегодня, по счастливым обстоятельствам, мы поехали вместе с ним в Краснодар. Мы ждали его где-то часа 3 в ленте, попутно развлекались, играли, вообще катались на тележках. И мы его дождались, вот он стоит недалеко отсюда. Так что мы поедем уже со знакомым челом
на одной фуре, вообще не парясь ни капли. Я считаю, это большая удача и большая победа. Время без 27, а мы почти доехали до Ростова. Вернее, мы доехали до Ростова с этим водителем. Теперь пришло время прощаться, и стопить до Краснодара осталось 280. А это значит, что мы сегодня ночью уже будем в море. Я, конечно, надеялся, что в это время мы будем примерно где-то на море уже, но нам еще до Краснодара ехать. Мы немножко подзастряли, но зато мы можем наблюдать прекрасную голубую луну, так сказать. Она на самом деле не голубая, но просто так называется. Это событие происходит раз в 2 года. Очень долгое время мы не могли уехать с той трассы, где велись работы. Прям очень долго. Была такая темень жуткая, и еще место было максимально неудобно. То есть там практически нельзя было останавливаться. И вот нас подобрал водитель, мы с ним проехали немного, и случилась одна очень интересная ситуация, о которой я расскажу немножко позже. Но уже утро, и у него сломалась машина. А он нас мог довести прямо до места, до которого нам нужно. Но у него сломалась машина, и теперь мы идем и пытаемся затопить новую. Такой туманчик с утра. Красивый. Сначала я этому водителю не особо доверял, ну, в общем-то, как и всегда. Но сейчас я понял, что это довольно милый, добродушный мужик. Просто по-отечески такой. В общем-то, мы немножечко дураки, ну, вернее, немножечко дураки. Мы сели в машину к челу, и он сказал, что довезу вас до туда. Мы такие посмотрели, а что-то это вообще не по дороге. Но он сказал, вы обязательно оттуда уедете, там вообще поток машин. Представляю вашему вниманию поток машин. Вот. Ну, он сказал то, что это, скорее всего, потому что еще очень рано. Но извините, мне до моря осталось 2 часа. Я не знаю, что такое рано. Мне нужно здесь и сейчас. Ну вот мы на трассе, на которой все ездят. Вот. Ну как все, не все, а вот какие-то особые люди, видимо местные. Нас вот довезли до чудесного завода. Видно там. Вот он. Прекрасный завод, я считаю. А сейчас мы будем стопить до следующего места. Здесь вот у нас по дороге вот музей. Она производится в 73-м году. Пойдем, да, поехали. Не знаю. Ура, мы наконец-то доехали до моря. Мы уже тут расположились. Надули вот матрас, круг. Веточка у нас тут стоит. Кстати, все очень сильно размыло, и идти по тому пути, по которому я ходил 5 лет, просто стало невозможным. У меня кроссовки все в глине. Это просто какая-то жесть. Мне так нравится, как я выгляжу сейчас. Я такой уставший, мы не спали ночь, мы не спали день. Но так классно приехать на море. Сразу появилась столько энергии. Ну, не сильно много, конечно, но тем не менее вообще все очень классно, все очень здорово. Сегодня 2-й день, как мы на море. Съездили в магазин, встретили старых знакомых. Ну, в смысле, сначала мы встретили старых знакомых, а потом съездили в магазин. Мы купили продуктов, чурчхелки. К сожалению, в пластике, потому что я не взяла с собой мешочки. Сейчас пытаемся найти древесину, чтобы сегодня вечером приготовить кукурузку, заварить пюрешку. Ну и, в общем-то, хорошо посидеть у костра с музыкой и
всякими такими приколюхами. Сегодня третий день, как мы на море. Нас топит, но мы не унываем и делаем костер. А палатка наша вот там вот стоит, и там почти вода уже. Сегодня четвертый день, как мы на море, и не обошлось без происшествий. Эту ночь пережили не все. Во-первых, куда-то улетел матрас в форме мороженки, а круг в виде фламинго просто решил где-то проткнуться. Но мы не можем понять, где. Заплатка есть, но куда ее поставить, мы не понимаем. Ну и еще улетела пенка-поджопник. В общем, ветрено было сегодня ночью. Мы, короче, пятый день на море. И сегодня как просто происходит какой-то движ. Там челики рыбу ловят. И ужасно меня раздражают. Сегодня шестой день, как мы на море. Мы добыли дерево. Вернее, Слава добыл дерево. Поставили телефоны на зарядку. Я вот тут сижу. Курю. Много курю. Чаще все нахуй. Сегодня шестой день, и это не убрана насыщенность, просто мои дреды стали серыми. Прямо сейчас там была планета, может быть, это была Луна, но это было что-то странное и непонятное, потому что Луна обычно вот там начинается, а она началась вот здесь. Я не знаю, я буду дальше смотреть, что это. Сегодня седьмой день, как я на море, и с самого утра, с утра пораньше, я снова вижу 3 удочки, которые стоят здесь. И прямо сейчас я пытаюсь понять, что с этим можно сделать. Вообще, проблема в том, что вчера я отнес телефон, ну, вернее, не отнес, а отдал телефон, и повер, и колонку заряжаться, и мне до сих пор не принесли. Я не могу загуглить, вообще, можно ли ловить здесь рыбу, и если нет, то что нужно делать в таких случаях. Потому что вот это вот мероприятие мне не очень нравится. Целых 3 удочки, у них там еще и сети стоят. Ну, в общем, пошел важный человек проверять, что там происходит. Боже, бедная рыба, блин. Мне принесли телефон, я загуглил, и оказывается, с этим абсолютно ничего нельзя сделать, потому что у них все по правилам. Сегодня 8-й день, как я на море, и это место не перестает меня удивлять. Сегодня ребята решили устроить фотосессию. Мне интересно, ее смоют, или она довольно устойчиво там стоит. Но выглядит прикольно. Сегодня у нас супер крутой день. Мы делаем соевое мясо на костре. Сегодня 11-й день, как мы на море. И 3-й день уже происходит что-то невероятное. 3-й день мы сидим вечером в палатке, потому что нас просто сжирают комары. Сегодня 2 сентября. Мы 12-й день живем в палатке у моря. Нас пару раз уже подтапливало. Но в целом ничего страшного. Сегодня достаточно ветрено, придут дожди, можно видеть по облакам. Но мы все-таки решили поехать завтра. Завтра будет плюс 18, очень холодно, у меня нет ничего с собой теплого. А еще мы думаем, что, может быть, стоит поехать куда-то, где потеплее. Решаем этот вопрос. Ну, как-то так. Спасибо. Спасибо за ваше внимание. А еще мы тут познакомились со множеством собак. Пёсели, я тут! Пёсели, привет! И очень с ними подружились. Какие хорошие! Ты какая лапа! Здорово!
пришли за пауэрбанком, где оставили заряжать, и сидим, пьем вино. Второй год как будто бы повторяются события немножечко так интересные. Короче, мы напились. Мы пошли за повером, напились просто в санину. И сейчас идем до палатки. Набрали помидоров, не знаю, видно там или нет. Лечо, что там еще. Потусили охуенно, просто пиздец, блядь. Потрясающе. Спасибо. Прекрасная ночь, 13-я. Нас затопило. И мы сейчас находимся в комнате, которую сняли за 1000 рублей. И то мужик сказал 2000, ну такие, блин, у нас 1000 последняя. А на улице ливень льет, на улице вообще полный трэш происходит. Нас затопило, пришлось выкинуть палатку, пришлось вообще выкинуть почти все. У нас мокрые спальники, мы на улице мокрые, обувь мокрая, все мокрое. И вот мы сняли вот такой чудесный номер за 1000 рублей. Вот, нам дали пакет еды, нам сказали просто, что, едите, берите. Я такой, о, шоколадное молоко. Вот, берите. В магазине, в общем, нам очень помогли. Прям очень, прям вообще за родину one love просто. Ну еще, конечно же, мы потратили 1000 рублей не своих. Нам дали 1500, сказали, идите к той женщине какой-то там. Типа у него комната со всеми удобствами, постираться, не постираться, стоит 1500. В итоге нам дали 1500 еще на постираться, плюс сколько она дала? 400? 200? Хуй знает. Короче, сколько-то нам еще дополнительно денег дали, и мы в итоге вот сейчас стираемся, грубо говоря, бесплатно, на руках. Но нам, грубо говоря, нужно только песок отмыть, так-то все чистое, в принципе. Вот, в общем, отлично, супер, мне все нравится. 4 сентября, мы облегченные возвращаемся домой. Без палатки, без коврика, на котором спали, но нашли пенку. Много всего потеряли, возможно, кое-что нашли, но довольно весело. Мы начали наш путь домой, но уже несколько часов, а если быть точнее, где-то 5, мы не проехали и сотки, в общем-то, мы даже не добрались до Краснодара. У меня, возможно, будут съемки 6 числа утром, сегодня 4, и что-то, мне кажется, проблемка небольшая. В общем-то, дорога назад трудная, опасная и холодна, но мы не унываем, мы иногда даже веселимся. Но это бывает редко, потому что очень холодно, очень тяжелый путь. Мы выехали вчера в 12 дня, сейчас время где-то час, не час, где-то, сутки, короче, прошли. А нам еще ехать 500 километров. Вот. Очень хочется отдохнуть уже. Я в ахуе, остановился, точнее решил нас подобрать с 3-го раза. Американец. Я даже не мечтал покататься в этом автостопе на нем. Вот, как-то так. И никак иначе. Пока я жду свою электричку, вернее МЦД на Лобню, хочу рассказать охренительную историю, как мы потащили в Балабаново в Калужской области. Тот водитель, с которым мы ехали на Американца, сказал, что довезет нас до Нарфаминска, и там нас заберет челик, довезет до электрички, и мы спокойненько уедем. В итоге челик везти отказался, он там куда-то уехал. И мы доехали до Балабанова, то есть это не доезжая на Нарфаминска, мы еле-еле успели вообще на электричку, вернее, мы не еле-еле успели, мы просто максимально быстро бежали. Но оттуда ехать было час, и вот сейчас я уже полчаса жду свое МЦД,
чуть ли не последнюю, чтобы доехать до дома. Мне завтра на съемки вставать достаточно рано, и вообще нужно быть в силах, а я уже не сплю 1,5 суток. В общем, все достаточно тяжело, и мне еще нужно успеть собраться, найти, короче, полный пиздец, я считаю. Вот. Никогда не съезжайте с трассы, по которой вы должны ехать. Это вот вообще прям главное правило, потому что мы проехали лишнюю 100 километров, потратили очень много времени, а смысла от этого, вообще 0. Вот так вот закончилось наше путешествие 2021. И приятно, и неприятно, знаете, вот что-то вроде все хорошо, но осадочек остался. После того, как я нарезал все видео, все сделал, смонтажил, я понял, что конечная история была рассказана не полностью. Видимо, потому что у меня был шок, и я как-то забыл, что нужно об этом рассказать. В общем, дело было так. Нас затопило. Мы набухались домашним вином, пришли в палатку, нас просто вырубило, и когда я просыпаюсь, я уже понимаю, что нас нереально топит. Мы кое-как собрали все свои вещи. Палатку, к сожалению, пришлось выкинуть, потому что она была вся просто уже никакая. Также было потеряно очень много вещей, в том числе моя любимая юбка, которую я теперь нигде не найду, и много других полезных и нужных вещей. Но, слава вселенной, все мы остались живы, и, в принципе, кроме как финансовых потерь, мы ничего не понесли. Именно так и закончился мой автостоп 2021. Надеюсь, вам было интересно. Поставьте лайк, пожалуйста. Ну и, конечно, не забудьте подписаться, потому что автостоп 2022 будет не менее интересным.